выходя из метро, люблю поизучать карту. Так, я так понимаю, если главные ворота здесь, то ближе всего, конечно, первый выход, Корё-Дэёк, в смысле станция университета Корё. Боже мой, как его обзывать-то по-русски? Вот туда-то пойдем. Я уже официально на территории студенческого района Корё-Дэхакё. Как вы это поняли? Потому что рядом со мной кто? Хорани. Хорани — это тигр. Тигр — это символ Корё-Дэ. Пойдемте выясним, что здесь красного цвета. Университет Корё-Дэхакё, либо Korea University, либо по-русски просто университет Корё. Но неправильно называть его корейский университет. Все университеты корейские. Если хотите прям переводить, так переводите Корё университет. Университет частный, так же как и Йонсей, и он основан был в 1905 году. Получается, самый из скаевских вузов старый, древний, это Йонсей, потом был Корё, а потом он только сеульский. В отличие от сеульского, здания расположены очень близко, вот одно и вот уже другое. И все выполнены в одном едином стиле. Так как вуз находится прямо в центре города, то он находится рядом с жилыми районами. То есть вот здесь вы сможете арендовать разных асукчивы, кощиона, то есть разные типы общежитий на время пребывания в университете. Безумно красиво. Да, супер жарко, но август месяц выдался в Корее какой-то прям нереальный. Сейчас уже 46 по ощущениям. И вот я уже, потому как мокрая, скажу, да, 46. Так что я тут немножко заплутала, но это не страшно, так как расстояние меньше, так что сейчас найдем выход. Боже мой, как здесь хорошо. Прям даже мне, Йонсею, да, хочется здесь поучиться. На измену попахивает. Как вы знаете, Корё-Дэхакё входит в SKY, то есть в тройку лучших вузов страны. У меня ощущение, будто я, знаете, в замке, в одном большом замке. И в этом замке не скончаются его разные дворцы. Прям вот настолько не по-корейски. Вообще класс. Хотя некоторые... а что здесь на китайском? А, нет, на ханзи все понятно. Окей, читабельно. Памятники напоминают. Да, это Корея. Так как этот вуз частный, то у вас есть чуть больше шансов на гранты. Я говорю сейчас не про государственные гранты, если прям вы такие гении, то давайте в Сеульский университет. Я говорю про гранты, которые вы можете получить, поступая сюда с хорошими результатами, либо даже поступив и хорошо отучившись, то вам дадут грант. Вот это здание явно выбилось из дизайна общего плана, но это вообще институт изучения иностранных языков, ему можно. В этом университете свобода, справедливость и истина. Это его главный лозунг. Вы, наверное, спросите, в какие гаражи я залезла и что это за стройка? Нет, это не стройка, это студии. Это не жилые студии, а учебные. Они есть как на одного, на два и на много более количество человек. То есть вы снимаете студию в одном из этих... Что это? Я не знаю. Напишите в комментариях, если знаете, как это называется. Вот. И вы можете здесь в тишине заниматься, или наоборот там шуметь, там, так как это рядом с медиа, с мюзик-холлом, получается, для людей творческих в том числе. Вот такой прикольный вариант Хаксен-Хуэгуана, то есть студенческого центра, мест, где вы можете заниматься. Мне бы такую студию, я бы там уроки давала. Университет Корё, он огромный. Здесь находится 16 институтов и 20 факультетов и еще куча много всего другое. Вот даже, например, кое-что заинтересовало меня. Так как я уже учитель корейского, у меня есть уже йонсеевская, то здесь, например, я могу, как преподаватель со знанием корейского, закончивший здесь, пойти и продолжить свое обучение, то есть повысить квалификацию в определенной отрасли, сфере.
Вообще университет Корё не только престижен в Корее, либо в Азии, но также и в мире. В этом году он занимает 86-е место в топ-рейтинге лучших вузов планеты Земля. Вы думаете, все эти Корё замки старенькие? Да нет, смотрите, прямо сзади меня строится новый замок. Реально уже виднеется очертание замка. Так прикольно. В 2018 году строят замок. Да, я называю здание Корё замками. Все, это мои дворцы и замки. Самые лучшие его профили — это, конечно, спортивные. Не зря столько именитых выпускников и спортсмены из Корё. Также это юриспруденция и политика. Корё одним из первых стал это преподавать. Плюс география и агрономия здесь считаются просто топовыми. Ну, другие тоже многие, но эти прям вообще ас. И если вы фанат статистики, либо социологии, то, конечно, я вам советую Корё. Корё занимает Ильтен уже много-много лет по этим профилям. Если вас интересует бизнес, менеджмент, маркетинг, медиа, так особенности видео-медиа, то тоже здесь круто. В общем, я уже полюбила Корё Тэхакё, честно полюбила. Если вы тоже полюбили, ставьте лайки этому видео. Мне везет прям вот нереально. Снимаю третий вуз за последнюю неделю, и каждый день попадаю под какие-то рекордные температуры плюсовые. Если вы давно смотрите мой канал, то наверняка вы знакомы с таким фестивалем, как Акарак. Это фестиваль дружбы студентов университета Корё и Йонс. Это как мы самые старые, древние, крутые вузы. И раз в год мы соревнуемся, кто круче в спорте, в музыке, в танцах, в учебе, во всем. Хоть мы соревнуемся синие против красных, но мы друг друга очень любим. А теперь давайте я вам расскажу про стипендии. Как вы наверняка уже знаете, конечно, Корё входит в большинство государственных стипендий. Поэтому просто подавая на НИАДИ, вы ее получите в этот вуз. Но понимаете, что подать на НИАДИ вы должны быть асом. Красный диплом, лучший топик, лучший TOEFL, сертификаты, награды и так далее. Этого нету? Бывает, не страшно. Вы можете поступить иначе. Вы можете подать напрямую в университет Корё на специальность, в которой вы хотите учиться, поступая, то есть не на грант, вы поступаете, и при поступлении вам в институте скажут, дадут ли вам грант и сколько, ну, то есть стипендию. Она бывает от 50 до 100%. Ну, на самый крайняк, при поступлении не хватило какого-то документа, и мне не дали стипендию за первый семестр, я заплатила сама. Но я хорошая ученица, я трудилась, я набрала, я минимум 12 кредитов, у меня 3.0 минимальный балл из 4,3, я не пропускала, я получала какие-то награды, либо преподаватели меня хвалят, мне дадут за это стипендию на следующий семестр. Тоже вариант. Или иначе, я учусь уже 2 семестра. Нет, я учусь уже 2-й семестр. Я учусь лучше, чем 1-й. У меня значимые результаты выросли, и мне за это похвалили, дали стипендию. Вот таким путем вы можете получать свои мини-гранты, поощрять свое обучение денежкой, стипендией, скидкой и так далее. Очень долго искала магазин сувенирных товаров, который Киньонпум. Просто же с ума сошла. Сходила даже в Хаксен Хуэгуан на куличке у чертика туда. Там ничего нету, там вообще пусто, там какой-то древний Хаксен Хуэгуан. Думаю, ну ладно, пристаю к студентам. Пристала тут к единственной девушке, которую я встретила. То одни парни какие-то здесь ходят, ну, в смысле, какие-то студенты, ну, все равно мужчины. А я не очень люблю скорее с мужчинами, они начинают приставать. Так вот, подошла к девушке и спрашиваю, где. Она мне говорит, спускаетесь в подвал и ходите там в подземке. Я такая, что, у вас тоже, как у нас в Юнсы, подвальная территория студенческая? Я такая, да. Я такая, ура, я поняла, где магазин. Ой, как хорошо. Тут и холодно, и все студенты здесь. Вот они где были. А это такие места, где студенты обычно сами занимаются. Наконец-то я нашла их магазин сувенирной продукции. Ой, какая милота! Ой, боже мой. Выбор, конечно, очень большой. Я тут уже кое-что набираю вам для подарка большого от Корё университета. Но вы знаете, все так срачно лежит, что я даже не могу понять, где выбор, а где вот чисто мусор. Так печально здесь путин лежит. Эх, чё ж вы? Не можете его положить даже. Красивенько.
накупила целую гору подарков. Теперь осталось только их вам подарить, ну, кому-то одному, потому что я купила много дорогих, хороших подарков. Так вот, условия конкурса в описании этого видео на YouTube. Так что, если вы смотрите это видео через другие источники, вам придется перейти на YouTube и не просто участвовать в конкурсе, но еще, небось, лайкнуть, подписаться на мой канал и прокомментировать это видео. Как оценить вуз, точнее его критерии лучшести? Давайте посмотрим на лучших студентов Кореи, в чем они отличились. Начну я с Ким Юна, так как нам она известна больше как Ким Юна, мы русский язык коверкаем корейский. Она нам известна, это южнокорейская фигуристка и олимпийская медалистка. Другой выдающийся выпускник Корёде это Ли Мён Бан, то есть бывший президент Южной Кореи с 2008 по 2013 год. То, что его за коррупцию сняли, ну, это корейская судьба всех президентов. Тут у них либо засудят, либо казнят. Другой известный выпускник Корёде это футболист Пак Чу Йон. Он играл как за сборную вуза своего, потом за сеульскую команду по футболу, гордая сборная Сеула, а теперь он еще и сборная Южной Кореи по футболу. Также корейцы любят и обожают Чуэ Хи Сопа. Это южнокорейский бейсболист, правильно хоть по-русски-то? Он играл как за Южную Корею, потом за многие американские команды и даже, по-моему, за киевскую. А нашему президенту, нет, не Путину, а Дмитрию Медведеву, он тоже однажды был президентом, вспоминайте историю, Корё в 2010 году присвоила звание почетного доктора юридических наук. Так что круто здесь быть. В принципе, многие классные, крутые, известные юристы Южной Кореи выпустились из Корёде. Из Корёде прям видно Lotte World Tower. Ну, сегодня, конечно, влажно, слабо видно, но видно все же. Я надеюсь, вам понравилось мое путешествие по Корёде. Если вам оно очень понравилось и вы хотите здесь учиться, то поставьте лайк этому видео. А если вы хотите узнать про другой университет в Южной Корее, то пишите в комментарии, про какой. Я постараюсь все это сделать. 안녕히 계세요.